Хороший сон всегда важно. Правильное постельное белье нужного размера, раскраски, материала. Важная составляющая хорошего сна. Привет-привет! Добро пожаловать на канал Просто Шьем. И сегодня мы шьем постельное белье. Постельное белье – комплект из 2 одеял и 1 подушки. Шьем. Подготовим ткань. Раскроем детали под одеяльник. По бокам у нас будет бельевой поворотной шов. Этот шов позволяет сделать аккуратные, надежные, закрытые срезы. И нам не надо будет обметывать края для частой стирки. Это важно. Соединим детали. Вывернем. Обработаем утюгом. Выполним строчку. Получился бельевой поворотной шов. Не забываем все швы обрабатывать утюгом. Выполним подгиб последнего открытого края. Я сначала делаю подгиб утюгом на всю величину, а после внутрь подгибаю половину. Так получается ровно и быстро. Проложим строчку крупными стежками. Теперь закроем низ пододеяльника. Учтем, что для одеяла требуется оставить место минимум 50 см, чтобы его можно было свободно вдеть. Закрепки в концах наискосок. Пододеяльник закончили, впереди наволочка. Пути прошли, полпути впереди. Если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Для меня это очень важно. Так я знаю, что видео действительно вам понравилось. Продолжим. Сначала быстро закончим 2 пододеяльник. Не будем повторять все те же действия, нам важна оставшаяся ткань. Разметим и раскроим ткань для наволочки из остатков ткани. Вот такой у нас будет рисунок. Соединим детали за пошивочным швом, так шов будет плоский и не будет мешать врезне, а срезы будут закрыты. Подрежем. Обработаем утюгом. Проложим строчку. Подогнем края. Видимая часть подушки должна быть короче, чем заправляемая внутрь. Соберем наволочку наоборот, лицевой стороной внутрь и выполним, обметаем боковые швы. Вот такая красивая наволочка из 2 видов ткани у нас получилась. А вот и весь комплект. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, пусть самые небольшие, обязательно задайте их в комментариях. Я постараюсь на все ответить. А если у вас есть какие-либо пожелания, что бы вы хотели еще увидеть,
то я бы хотел это услышать. Пока-пока.